Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзор хочу вам предложить мультитул Laserman. Это пойдет в рубрику, где я рассказываю о различных ножах, в основном о швейцарских. Но сегодня решил рассказать о ноже Laserman. Только ножом его мне все-таки сложно называть, для меня это все-таки мультитур. Называется Laserman Charge. В принципе, в моем понимании Laserman это все-таки у него самый главный инструмент, в отличие от тех же швейцарских ножей, это пассатижи. Они, конечно, классные, качественные, практически действительно полноценные пассатижи. Не знаю, насколько эта вещь вам необходима, но тем не менее, реально, пассатижи это основная вещь. Как видите, у них есть специальный инструмент для перерезки кабелей и проводов, а также проволоки. Также есть секция для зачистки проводов. Сделаны качественно, ничего не люфтит. Металл, естественно, прочный. Но и стоимость данного мультитула, друзья, соответственная. Это один из самых простых мультитулов. Он стоит в районе 6-7 тысяч. Где инструментов немного побольше, он уже начинается там от 12, от 15 тысяч. Есть по 20 с лишним тысяч такие же мультитулы. А стоят ли они своей цены, это вам решать. Давайте посмотрим, что в этом простом мультитуле за 6 с лишним тысяч есть в наличии. С внутренней стороны мультитула с одной из сторон есть секция, куда вставляются биты. Биты также идут в комплекте. И иголка. Закрывается с помощью кнопочки сверху, типа лайнер-лока замок. Для чего эта игла, я не совсем вам могу рассказать. Мне напоминает это обычную, на самом деле, иголку, которой можно что-то проколоть. Например, соседу напоганить колесо от машины проколоть, если вам это надо, конечно. Так, не знаю, это и не шило, и в то же время не шпилька, которой можно сим-карту вытащить. Это такая иголка есть. И биток для биты съемные. В зависимости от цены мультитула различается комплект этих бит. Чем нож дороже, тем, естественно, бит этих больше. У данной модели в комплекте идет 8 бит. Одна из них вставлена. Вынимается легко, ничего не нажимается, просто вытаскивается, просто всовывается. Но при этом все достаточно плотно держится. Я не буду все биты показывать вам, как выглядят, так как это считают трата лишнего времени. Опять же, здесь в этом мультитуле две для меня вещи. Это пассатижи хорошие и то, что обычно бит много идет. Смотрите, тут биты разные есть, и звездочки, и квадратики, и ромбики. Каких только нету. То есть они, наверное, могут понадобиться когда-нибудь. Опять же, не знаю, ребят, за такую цену, если вам просто нужны иметь разные биты с собой, то не проще ли взять набор бит с держателем и все за 1000 рублей? Причем неплохой набор. Видите, когда видишь такие мультитулы, конечно, сразу появляется желание купить себе такой же. Все биты
складываются в чехол. Чехол шел в комплекте вместе с этим ножом, то есть он не отдельно докупался. Вот. Это удобно. А если вы берете мультитул с битами, конечно, либо покупайте сразу чехол, либо чтобы он шел в комплекте. Также мы видим, на мультитуле есть метрические и дюймовые линейки на каждой из его половинок. Правда, я не представляю, как ими можно что-то замерять. Они не открываются, они просто вот так вот в насечке, в виде насечки сделаны. Но что им можно померить, как? Прикладывать, то есть не линейку к чему-то прикладывать, а прикладывать к линейке вам что-то придется, чтобы что-то измерить. Также вот с другой стороны есть крестовая отвертка разных диаметров. Там, в принципе, в наборе бит еще была одна такая же отверточка потолще. И консервный нож. То есть это даже не открывашка для бутылок, как в швейцарских ножах обычно там отдельно идет консервный нож, отдельно открывашка. Здесь просто есть консервный нож. Все, открыть консервы. Это вот, ребята, за 6000. Ну, правда, это не весь набор инструментов. Там еще будет немного интересных вещей. Вот. Открывается, закрывается он достаточно туго. С обратной стороны, вот, ну, с внешней стороны уже мультитула есть. Я так понимаю, это либо нож для охотника шкуры разделывать, либо это нож для рыбы какой-то с крючком, что-то такое. Я этим инструментом не пользуюсь, никогда не буду пользоваться. Вот. Ну и не знаю, насколько там необходим, опять же, вот этот вот гаджет. Ну, вот такой вот ножик есть в нем в комплекте. Это нож, я напоминаю, который с битами, с отвертками и с пассатижами. В принципе. Вот теперь основной клинок его. Это считается, кстати, полноразмерный лазермановский нож. И лезвие у него, если вы используете именно как нож, очень небольшое. Хлеб вы им не отрежете, колбаску нарезать можно. Ну, можно все, конечно, отрезать, но очень долго и очень трудно. Ну, заточка неплохая, сталь неплохая. Потом мы его сравним с маленьким офицерским швейцарским ножом. Они примерно будут одинакового размера. Также есть пила по дереву. Пила по дереву рабочая, сучок на яблоне отпилить можно. Она не очень большого размера, поэтому для ограниченных таких веток подойдет. Ну, может быть, какую-то досочку вам надо будет отпилить. Вот для мультитула вот эта вещь неплохая, поскольку это, я говорю, все-таки такой именно инструмент, но никак не нож для похода. Это на мой взгляд. Может, кто-то со мной не согласится. Еще в данном мультитуле есть напильник, разная насечка с двух сторон, то есть с одной стороны более крупная, с другой более мелкая. Также внизу с одной стороны нанесена насечка, чтобы этим напильником можно было что-то перепилить, ну типа такая ножовка по металлу получается. Вот, ну, может быть долго, но тем не менее удастся вам перепилить дужку какого-нибудь замка. Ну, ситуации разные бывают в жизни. Ну, может быть, кто-то и ногти им, конечно, будет подпиливать. Ну так, себе удовольствие. Вот сейчас, ребята, давайте просто сравним это, чтобы вы понимали, офицерский швейцарский нож, то есть это небольшой нож, вот такой вот для города, именно для ношения в городе. Сравним просто сами лезвия, непосредственно, если пользоваться как ножами данными предметами. То есть, видите, у лазермана кажется, что так лезвия солиднее, больше, а по факту они, ну, практически одинаковые. То есть весьма и весьма небольшие. Поэтому, вот на мой взгляд, самый лучший мультитул это именно солдатские ножи, которые 121 мм. Вот те вот классные. Или 111 мм.
В данном случае, по-моему, 81 мм швейцарский нож. Просто швейцарский нож это мой, я его на работу таскаю в сумочке, ну, мне удобно. А вот лазерман это мой напарник носит. Ну, ножи все любят, мужчины, как правило, поэтому у каждого свои вкусы. И вот удалась возможность сравнить мне мой нож, его мультитул, также своим мнением поделиться. Сейчас еще давайте посмотрим открывалки для консерв. Они тут принципиально различаются тем, что викториновские открывалки открывают банку вперед, заточена острая грань спереди. Для русского человека непривычно, но если пару раз откроете, вам очень это понравится. Оно даже безопаснее будет. А в лазермане стандартный вид открывания это назад. То есть банку вращаете и на себя ведете консервный нож. Тут все на лайнер-локах. Все, чтобы просто так не закрыть. Либо кнопочку надо нажать, либо лайнер-лок поджать. Вот, убираем ножик в чехольчик. Чехол, кстати, весьма неплохой. Натуральная кожа. Ну, он своих денег должен как-то стоить, отбиваться. Также есть возможность крепления данного чехла на ремень брюк. Вот видите. Причем на такой. Носится он боком, получается. Крепление, если на ремень одеть. С одной стороны удобно носить, с другой стороны не очень удобно доставать. Вот я его под конец раскрыл полностью, все, что в нем есть, показать. Это, конечно, было тяжело сделать, но у меня получилось. То есть не все инструменты можно открыть одновременно, один другому мешает открываться, но тем не менее, если постараться, то получится. Ну, по факту, хотел бы я себе такой нож? Я скажу, да, конечно, хотел бы. Я думаю, любой бы мужик хотел бы такой нож себе иметь. Вот только нужен ли он мне или нет, я думаю, что мне он не нужен. Вряд ли я им буду пользоваться когда-нибудь. На этом всем спасибо. Пока. До новых встреч.